Добрый день, друзья! Вот такие красивые булочки-цветочки будем готовить сегодня. Интересную форму выпечки придать совсем несложно, а булочки очень аппетитно выглядят и получаются невероятно вкусные. В миску выливаем по 100 мл теплой воды и молока. Высыпаем 3 столовые ложки сахара и 7 граммов сухих дрожжей или 21 грамм свежих. Перемешиваем венчиком, накрываем тонким полотенцем и даем дрожжам активироваться. Далее выливаем 80 мл растительного масла без запаха, добавляем 1 белок, а желток оставляем для обмазывания булочек. Всыпаем пол чайной ложки соли и снова перемешиваем. Венчик убираем, в тесто всыпаем просеянную муку и продолжаем работать уже руками. Муку добавляем частями, так как ее легко пересыпать. Всего нужно 420-450 граммов муки. Тесто довольно быстро собирается в единый комок. Продолжаем вымешивать его до гладкого и эластичного состояния. Вот такое очень мягкое и нежное тесто должно получиться в итоге. Округляем его, миску смазываем растительным маслом, накрываем полотенцем и даем тесту подойти. В теплом месте тесто подходит в среднем за 50 минут. У меня тесто подходило ровно 40 минут. Перед работой с тестом руки смазываем растительным маслом. Посмотрите, какое оно воздушное, волокнистое и нежное. С таким тестом очень удобно работать. Оно подойдет для любой дрожжевой выпечки, будь то пироги или пирожки. Стол присыпаем мукой, кладем тесто и делим на 9 одинаковых кусочков. Каждый кусочек теста округляем и кладем на край стола. Накрываем пакетом и даем минут 10 отдохнуть. В нем расслабится клейковина и тесто станет еще более эластичным и воздушным. Подпыляем стол мукой, берем шарик теста и раскатываем в небольшой пласт. Теперь разрезаем тесто на 8 треугольников. Далее треугольники складываем один на один. Если какой-то треугольник у вас получился меньше другого, ничего страшного. Главное ровно сложить узкую часть. Затем палочкой надавливаем по центру и аккуратно, не прилагая усилий, скручиваем все кусочки теста в спираль. Палец вставляем в центр заготовки и надавливаем. У нас получается вот такой цветок.
То же самое проделываем и с остальным тестом. Выглядит очень красиво, а формовать легко и просто. Заготовки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накрываем будущие булочки пакетом, затем полотенцем и даем постоять 10-15 минут. 1 желток и 1 столовую ложку молока смешиваем вместе. Этой смесью будем затем покрывать булочки. Смотрите, как булочки увеличились в размере. Теперь пальцем в центре каждой булочки делаем углубление и вставляем вяленую вишню, как у меня. Можно вставить клюкву, цукаты, орешки, а также можно наполнить и джемом. Ну и теперь смазываем булочки смесью желтка и молока. Именно желток и молоко придают выпечке красивый глянцевый вид. Булочки ставим выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Тесто не расползается во время выпечки, и в итоге мы получаем красивые, воздушные и мягкие булочки-цветочки. Достаем их из духовки и даем остыть до слегка теплого состояния. По желанию сверху также можно присыпать сахарной пудрой. Завариваем чай и наслаждаемся свежей и ароматной домашней выпечкой. Пробуйте! А если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».